важное объявление. Значит, и мы идем, наш журнал «Времена», мы идем на 5-й год издания. Журнал 300 страниц, толстый, красивый, могу показать. У меня есть, кто подписывается, тем 4-й номер уже пришел, и там подписной купон есть. Кто не подписан, но хочет подписаться, потому что журнал потрясающий совершенно. У нас такая команда замечательная. И Давид Гай, и Семен Резник, и Михаил Румер-Зараев, и столько замечательных совершенно писателей и поэтов. Вот. У меня подписные купоны, 5 штук есть. Если кто хочет, потом подойдите, и я вам дам. И журнал покажу. А сейчас я почитаю свои. Это совершенно новые стихи. Значит, у меня в этом году, конечно, очень год урожайный. У меня вышло 2 книги. Одна на русском языке, вышла в Москве. Я ее еще сама не видела, только на картинке. Но она уже приехала в Нью-Йорк, и где-то дней через 10 будет у меня. А вторая книга на английском языке, в которой половина стихов написанных по-английски оригинально, а половина стихов – это переводы моих старых стихов, которые сделаны и мною, и в том числе вот сыном Бори Брайловского, Игорем, который перевел несколько стихотворений. И есть еще одна переводчица моя, Рената Молдавская, которой вот сегодня, к сожалению, нету на нашем празднике. Она перевела несколько стихотворений, и целый цикл стихотворений, картинки с выставки передала наша московская подруга с Юлием, Галина Рудь. Эти стихи были опубликованы в каталоге вот несколько лет назад. Но это я уже, как говорится, это история. Вот. Английскую книжку могу показать. Вот она выглядит таким образом. Иллюстрировал ее, называется I simply want to fall in love. Вот. Стихи о любви. И иллюстрировал эту книжку мой внук. Это уже 4-я книга моя, которую он иллюстрировал. Ему 9 лет. Первую он иллюстрировал, когда ему было 6. Так уж хвастаюсь немножко. Да, почему бы и нет. Ну вот, открою я, как говорится, свое поэтическое уже выступление. Тоже оно связано с костром и связано, как говорится, моей... Я все время перекликаюсь с Мариной Цветаевой в силу, конечно, своего имени. Не знаю, сколько тысяч строк я написала от рождения, но дар, который дал мне Бог, я приняла без возражения. С тех пор разреза мир иной встает в моем воображении и озаряет круг земной волшебным таинством творения. Предчувствий света и добра, молитв умилостивших души, заворожение у костра и подступа к великодушию. И я судьбу благодарю за то, что голос мой услышан, и вам с приятием дарю стихи, ниспосланные свыше. Ну, естественно, что я в стороне не осталась от пандемии. У меня несколько стихотворений, посвященных вирусу. Вот, и вот одно из них я вам сейчас прочитаю. Ну, даже не одно, хоть и 2. Вирус так называется. Скажите правду. Вирус обнажил и скудость дум, и добрые деяния. Быть может, мы избавимся от лжи и силы соберем для покаяния. Неправедные стают миражи, и сердце совесть обретет дыхание, пока же разум тешится в тиши, и плоть печалят муки поругания. Досель умы затиснули в капкан, елеем клейким уши занавесив, глаза закутал заспанный туман и снизошел на города и веси, в себе упрятав вирусный обман, растекшийся в короне поднебесья. Выходишь в свет, а улицы пусты, на километр не видишь человека, но наводить между душами мосты придется снова до скончания века, и в книге новые чистые листы заполнятся стихами Имерека. Висела в воздухе гроза, и надвигалась, и пугала раскатом грома,
и в глаза зловещей молнией бодала. Я ждал ее, как ждут врага, с которым хочется сразиться. Сводима судорогой нога пыталась к полу примоститься. Душа жила, душа звала любви, не купленной позором, и голос, слышимый едва, ей вторил несогласным хором. И я напал, но упредил грозы надвинутой разрядку, а дождик вынес свой вердикт, лишь покропив надежды грядку. Сейчас еще одно стихотворение прочитаю про вирус, куда его дело. Сейчас, секундочку, а он такой. Это уже, как говорится, когда он уже заканчивался, когда началось какое-то движение, возрождение. Жизнь возвращается. С витрин снимают желтую фанеру, и фронтоватый кавальеро заходит в винный магазин. В шатрах накрытые столы, и там народ снимает маски и ест, хотя не без опаски, но без хулы и похвалы. Затихли крики и разбой, угомонились мародеры, и просыпается аврора, и солнце всходит за грозой. Уже кончается июнь, цветут магнолии и липы, и к моему забору липнет заблудший розоватый вьюн. Пусть страсти дикие кипят и в Белом доме, и в Конгрессе, а мы живем и старый млад, и усмехаемся в процессе. Ну и последнее стихотворение такое, называется «Наваждение». Ну, такое, сами поймете. Сегодня в чудесатом сне ко мне явился кот чеширский, и при блуждающей луне он обошел мой дом обширный, потом уселся на диван и попросил: «Скажи мне сказку». «Какую?» Я усек обман и вопросил его с опаской. «Мою, откуда я сбежал от доброй девочки Алисы, с которой вместе чай вкушал и обсуждал ее капризы. Я вновь хочу туда попасть, но я, как видно, заблудился и очутился вот напасть в твоей гостиной». Я окстился, ведь я не помнил сказки той, она в подкорке не осела, лишь заголовок именной всплывал в сознание то и дело, но как его расшифровать и выгнать этого котяру? Мне надо что-то предпринять, иначе он задаст мне жару. И начал я слова с трудом произносить настропаленно. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Кот встрепенулся и притих, заслушался завороженно и вдруг исчез. Я кончил стих и подивился отрешенно. Наутро долго я гадал, что мне привиделось, примстилось, и на диване увидал записку. Вон и говорилось: пусть вышло все наоборот, и я попал не в ту кулису, но я теперь ученый кот, и бог с ней, с девочкой Алисой.